камера еще белит. Я на самом деле точно такая же, как вот этот кубик. Всем привет, меня зовут Ксюша, и вы попали на мой канал. Это последний завершающий эпизод моей летней перезагрузки, и в нем я решила вам показать свои тренировки в спортзале, ведь спорт занимает значительную часть моей жизни. У меня нет каких-то конкретных целей в тренировках, я не хочу похудеть, я не хочу набрать массу, я просто хочу развить выносливость, поддерживать свое тело в тонусе и ментально чувствовать себя хорошо. Я тренируюсь в свое удовольствие. У меня нет никакого конкретного плана тренировок, но я знаю, что в течение недели я обязательно должна сделать упражнения на все группы мышц. Это упражнения на пресс, упражнения на нижнюю часть тела, то есть ноги, ягодицы, упражнения на руки, а также не забыть про кардио, потому что кардио — это наша выносливость, а выносливость должна быть хорошей. В начале каждой своей тренировки я делаю небольшую разминку, потому что если я ее не сделаю, велик шанс того, что я себя травмирую. Поэтому берите на заметочку. Разминка обязательно. Лучше уделить больше времени разминке, чем потом восстанавливаться от разрыва связок, от болей в спине и других возможных проблем. Поверьте, говорю это из собственного опыта, потому что раньше я уделяла очень мало времени подготовке к самой тренировке. Для похода в спортзал у меня бывает только 3 цели. Первая — это потренироваться на беговой дорожке или других каких-то тренажерах для кардио. Вторая цель — это силовые упражнения. Хоть у меня дома есть гантели, но в спортзале их разновидность больше. И третья цель — это танцы. Танцы для меня — это не просто кардио упражнения, это не просто какая-то силовая нагрузка, это разгрузка мозга. Это тот спорт, это та деятельность, которая помогает мне наладить состояние не только физическое, но и ментальное. Ну а если вам интересны мои попытки танцевать, то переходите в телеграм-канал, туда я выкладываю практически каждую танцевальную тренировку. Не, то, насколько я красная, это просто... Камера еще белит. Я на самом деле точно такая же, как вот этот кубик. Это вы наблюдаете мои попытки танцевать. Я занимаюсь без какого-либо хореографа. Я занимаюсь сама, чисто по, возможно, каким-то обучающим видео. И то порой без них. For myself, okay? For health, for myself.
Знаете, чем я люблю ходить в спортзал по утрам, то есть рано-рано утром? Это не только потому, что в самом спортзале людей нет, а вообще потому, что когда ты туда идешь, на улице тоже вообще никого. И пахнет свежескошенной травой, с росой. Красота. Второй день тренировок в зале я решила посвятить небольшому кардио в начале тренировки и упражнениям на нижнюю часть тела, а то есть на ноги и на ягодицы. Лично для меня это самые сложные упражнения. Мне намного проще даются упражнения на пресс, чем упражнения на ноги. То же самое я могу сказать и о руках. Упражнения что на ноги, что на руки даются мне довольно тяжело, но я считаю это обязательным. Упражнения на ноги я делаю с упором на ягодичные мышцы. Это всевозможные махи ногами в одну сторону, в другую сторону. Это приседы, различные мостики с весом и без него. Сразу предупреждаю, если вдруг вы будете тренироваться с весом, то поначалу берите небольшой вес. Не стесняйтесь брать небольшой вес в спортзале, потому что я, в свою очередь, постеснялась когда-то взять небольшой вес, взяла тот, который для меня еще рановат, потому что посчитала даже его небольшим. Это было 8 или 10 килограмм. И в итоге я надорвала себе спину и ногу, поэтому не допускайте моих ошибок. Тренируйтесь столько, сколько можете, и столько, насколько способно ваше тело. Вначале стоит заниматься со своим весом, а уже потом, когда вы почувствуете, что у вас больше сил, чем было ранее, тогда уже можно задумываться о каких-то гантелях, гирях, лентах и прочем. Так, сейчас у нас 8 часов утра, и я топаю в спортзал. Немножко поздновато, на самом деле. Я хотела прийти, хотя бы к 7:30 или вообще к открытию. Но иду только где-то к 9. Пока я до туда дотопаю, пока я там переоденусь. Знаете, я приверженец того, чтобы тренировки нравились, чтобы заниматься исключительно тем, что доставляет тебе удовольствие. Я допустим, нашла тот вид тренировок, который мне нравится. Я периодически танцую, хоть я и не профи-танцор. Делаю какие-то базовые упражнения там на ноги, на икры, на пресс, на попу и так далее. Очень редко я делаю то, что мне не нравится. То есть я там, допустим, кардио занимаюсь, на беговой дорожке хожу. Но просто это для того, чтобы выносливость была получше, чтобы не задыхаться, и так далее. Так что, если вы хотите начать тренироваться, найдите то, что вам будет интересно. То, что вам будет интересно, то, что будет вам удовольствие приносить. В противном случае надолго это не затянется. А спорт, если начали, то это уже образ жизни. Прекращать нельзя. У меня есть некая традиция. Каждый свой поход в спортзал я начинаю с беговой дорожки. Я на ней не бегаю, я на ней хожу, но с разной скоростью и под разным углом наклона. После беговой дорожки я иду на разминку, чтобы разогреть мышцы и в дальнейшем не травмировать себя. И только после этого я начинаю делать какие-то силовые упражнения. Как я уже сказала, упражнения на пресс даются мне в какой-то степени легче, чем упражнения на ноги. Мои любимые упражнения на пресс — это велосипедное скручивание, подъемы ног, планка и русский твист.
Обычно я делаю одни и те же упражнения по 15-20 раз, по 2-3 подхода, в зависимости от того, как я себя чувствую после каждого подхода. Из-за недавних травм я стала более тщательно следить за своим состоянием, чтобы история не повторилась. Не буду скрывать, так как ручки у меня слабенькие, я в последнее время не беру гантели больше 5 килограмм. Ранее я как-то раз взяла 8 килограмм, и в сумме это было 16. И мой организм явно дал мне понять, что 16 килограмм для меня пока что многовато. Поэтому, если я тренируюсь с маленьким весом, я могу это компенсировать количеством повторений. Я очень люблю спорт, я люблю двигаться, я люблю танцевать, плавать, много гулять, но ко всему к этому я пришла постепенно, поэтому если вы только начинаете, то начинайте постепенно, знайте свой лимит, следите за тем, как ваш организм, как ваше тело реагирует на те или иные упражнения, на тот или иной вес, и все у вас будет хорошо. Что ж, спасибо большое за просмотр. Это видео подходит к концу, как и мой многоэпизодный марафон «Летняя перезагрузка». Думаю, выводы по поводу этого марафона я напишу у себя в Телеграме, так что если вам интересно почитать мое мнение по поводу летней перезагрузки, что произошло, что изменилось у меня в жизни, как я стала мыслить и все тому подобное, то заглядывайте в Телеграм. Ссылочка будет в описании, QR-код на экране. Что ж, спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем пока. Совершенствуйтесь, растите вместе со мной. До новых встреч!